Сатана-дьявол является олицетворением библейского зла. Перед созданием этого видео я размышлял, стоит ли оказывать ему такую честь, будет ли оно интересно людям. Однако, поскольку сатана является главным противником Бога и главным антагонистом Библии, христианам важно знать своего врага в лицо, какими методами он пользуется и во имя какой цели. Первый случай сопротивления Божьим замыслам записан в книге Бытие, 3 главе. Змей был самым осторожным из всех полевых зверей, которых создал Иегова Бог. Змей заговорил с женщиной и спросил ее: «Действительно ли Бог сказал, что вам нельзя есть со всех деревьев в саду?» На это женщина сказала змею: «Плоды из деревьев сада мы можем есть, но о плодах дерева, которые посреди сада, Бог сказал: не ешьте с него и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть». Тогда змей сказал женщине: «Нет, вы не умрете. К тому же Бог знает, что в тот день, когда вы съедите с него, ваши глаза откроются, и вы станете как Бог, знающими добро и зло». Ева поверила змею, съела сама, затем дала плоды этого дерева Адаму, и он ел. Люди, читающие Библию, по-разному оценивают этот поступок сатаны. Некоторые считают, что это был хитроумный план по захвату власти над миром, и заключался он в том, что в результате грехопадения людей Бог откажется от них, и тогда сатана сможет ими управлять. Однако дальнейшие события, описанные в Библии, взаимоотношения сатаны с людьми, раскрывают его истинное отношение к ним, а также лежащие в их основе причины. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божьи увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь: «Не вечно духу моему быть пренебрегаемым людьми, потому что они плоть. Пусть будут в них 120 лет». В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать их. Это сильные, издревле славные люди. И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь: «Истреблю с лица земли людей, которых я сотворил, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал». Эти события произошли вскоре после событий в Эдеме, после того, как на земле родилось большое количество людей. И вновь сатана подвел людей под уничтожение. Если в Эдемском саду можно предположить, что подстрекательство Адама и Евы на совершение смертного греха могло быть частью хитроумной стратегии по захвату власти, то чем объяснить намеренное массовое развращение людей грешными ангелами перед потопом? Разве сатана не понимал, что это приведет к их уничтожению? А может, в этом и состоял его план? Как бы то ни было, но вскоре после потопа вновь произошло резонансное событие, потребовавшее вмешательства истинного Бога. У всей земли был один язык и одни и те же слова. Двигаясь на восток, люди нашли долину в земле Синаар и поселились там. Они сказали друг другу: «Давайте сделаем кирпичи и обожжем их». Кирпич был у них вместо камня и асфальт вместо раствора. Затем они сказали: «Давайте построим себе город и башню высотою до небес и создадим себе имя, чтобы нам не рассеяться по всей поверхности земли». Иегова спустился, чтобы посмотреть на город и башню, которые построили люди. Затем Иегова сказал: «Все они один народ, и у них один язык. И вот что они начали делать. Теперь нет ничего, что они, задумав сделать, не сделали бы. Спустимся же и смешаем их язык, чтобы они не понимали языка друг друга». И Иегова рассеял их оттуда по всей поверхности земли, и они перестали строить город. Хотя в этих стихах напрямую не говорится об участии сатаны, но учитывая, что весь мир лежит в его власти,
и он может управлять правителями, а также то, что истинный Бог действовал в том случае на опережение, разделил людей на земле по языковому признаку, можно понять хитроумность плана строительства города и башни Вавилон. Судя по всему, сатана хотел объединить всех людей, живших в то время на земле, чтобы в дальнейшем у него была возможность растлить эту массу и вновь подвести под уничтожение истинным Богом. Однако разделение людей по языковому признаку существенно затруднило воплощение планов сатаны по освобождению земли от человеческого рода. После этого он переключился с одной стороны на попытки завоевания одной нации всех остальных народов земли, становления сверхдержав для выполнения своих первоначальных планов, с другой стороны усилил давление на служителей Бога, чтобы помешать реализации его планов, искуплению грехов людей и наполнению земли совершенными и праведными людьми. Один из таких случаев записан в книге Иов. «И был день, когда сыновья истинного Бога пришли предстать перед Иеговой. Вместе с ними пришел и сатана. Иегова спросил у сатаны: „Откуда ты пришел?“ Сатана ответил Иегове: „Я бродил по земле и осматривал ее“. Тогда Иегова сказал сатане: „Обратил ли ты внимание на моего служителя Иова? Нет на земле подобного ему. Он честный и безупречный человек, боится Бога и удаляется от зла“. На это сатана ответил Иегове: „Разве Иов боится Бога бескорыстно? Не ты ли со всех сторон оградил его, его дом и все, что у него есть? Ты благословил дело его рук, и его стада распространились по земле. Но протяни, пожалуйста, руку и коснись всего, что у него есть. Не проклянет ли он тебя в лицо?“ Тогда Иегова сказал сатане: „Вот все, что у него есть, в твоей руке. Только не протягивай руки на него самого“. И сатана пошел прочь от лица Иегова. И вот однажды, когда сыновья и дочери Иова ели и пили вино в доме своего брата, первенца, к Иову пришел вестник и сказал: „Скот пахал землю, и ослицы паслись рядом, как вдруг напали совейни и захватили их, а слуг поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы рассказать тебе“. Не успел он договорить, как пришел другой и сказал: „С неба упал огонь от Бога, вспыхнул среди овец и слуг и пожрал их. И спасся только я один, чтобы рассказать тебе“. Не успел договорить этот, как пришел еще один и сказал: „Халдеи собрали 3 отряда, набросились на верблюдов и захватили их, а слуг поразили острием меча. И спасся только я один, чтобы рассказать тебе“. Не успел договорить этот, как пришел еще один и сказал: „Твои сыновья и дочери ели и пили вино в доме своего брата, первенца, как вдруг со стороны пустыни налетел сильный ветер, обрушился на 4 угла дома, и тот рухнул на твоих детей, и они погибли, и спасся только я один, чтобы рассказать тебе“. Тогда Иов встал, разорвал на себе верхнюю одежду, остриг свою голову, упал на землю, поклонился и сказал: „Нагим я вышел из утробы матери, нагим и возвращусь. Иегова дал, Иегова и взял. Пусть имя Иеговы будет благословенно“. И был после того день, когда сыновья истинного Бога пришли предстать перед Иеговой. Вместе с ними пришел и сатана предстать перед Иеговой. Иегова спросил у сатаны: „Откуда ты пришел?“ Сатана ответил Иегове: „Я бродил по земле и осматривал ее“. Тогда Иегова сказал сатане: „Обратил ли ты внимание на моего служителя Иова? Нет на земле подобного ему. Он честный и безупречный человек, боится Бога и удаляется от зла. Он и сейчас твердо держится своей непорочности, хотя ты и настраиваешь меня против него, чтобы погубить его ни за что“. Сатана же ответил Иегове: „Кожа за кожу, за свою душу человек отдаст все, что есть у него. Но протяни, пожалуйста, руку и коснись его кости и плоти. Не проклянет ли он тебя в лицо?“ Тогда Иегова сказал сатане: „Вот он в руке твоей. Только смотри, не погуби его душу“. Сатана пошел прочь от лица Иеговы и поразил Иова болезненными нарывами от ступней до самого темени. И он взял себе черепок, чтобы скоблить себя им, и сел в пепел.
Этот случай показывает истинное отношение сатаны к человеческому роду. Когда у него появилась возможность прикоснуться, в кавычках, к имуществу и детям Иова, он вмиг лишил его всего – и детей, и имущества. А после того, как ему было позволено прикоснуться еще и к телу Иова, он вновь не поскупился и поразил его страшной мучительной болезнью от ступней до самого темени. Этот случай далеко не единственный. После того, как у истинного Бога появился народ Израиль, внимание сатаны переключилось на него. Цель осталась прежней – изгладить человеческий род из Поднебесной. Сатана поднялся против Израиля и побудил Давида сосчитать Израиль. Давид сказал Иоаву и начальникам народа: «Пойдите, сосчитайте Израиль от Вирсавии до Дана и доложите мне, чтобы я знал, сколько их». Но Иоав ответил: «Пусть Иегова прибавит к своему народу в 100 раз больше того, что есть. Разве все они, мой господин царь, не слуги моего господина? Зачем же мой господин хочет сделать это? Зачем ему навлекать вину на Израиль?» Однако слово царя взяло верх над словом Иоава, поэтому Иоав пошел и обошел весь Израиль, после чего вернулся в Иерусалим. Иоав подал Давиду отчет о переписи народа. Во всем Израиле 1 100 000 мужчин, обнажающих меч. В Иуде 470 000 мужчин, обнажающих меч. Но он не переписал вместе с ними Левия и Вениамина, потому что слово царя было противно Иоаву. Это было злом в глазах истинного Бога, поэтому он поразил Израиль. После этого Иегова навел на Израиль эпидемию, и среди израильтян погибло 70 000 человек. Особой целью нападок сатаны стал Иисус Христос, что понятно, так как через него человеческий род сможет обрести искупление грехов и вечную жизнь на земле. Цинизм, проявленный сатаной в том случае, не знает границ. Вот как он описан в Евангелии от Матфея, 4 главе. Иисус постился 40 дней и 40 ночей, и после этого почувствовал голод. Тогда пришел Искуситель и сказал ему: «Если ты, Сын Бога, вели этим камням стать хлебом». Он же сказал в ответ: «Написано, не только хлебом должен жить человек, но и каждым словом, выходящим из уст Иеговы». Тогда дьявол взял его в святой город и, поставив на стене окружающий храм, сказал ему: «Если ты Сын Бога, бросься вниз, ведь написано: даст своим ангелам повеление о тебе, и они понесут тебя на руках, чтобы ты не ударился ногой о камень». Иисус сказал ему: «Также написано: не испытывай твоего Бога Иегову». И снова дьявол взял его на очень высокую гору и, показав ему все царства мира и их славу, сказал ему: «Все это я дам тебе, если упадешь на колени и поклонишься мне». Тогда Иисус сказал ему: «Отойди, сатана, ведь написано: поклоняйся твоему Богу Иегове, и только ему совершай священное служение». Разберем этот случай по порядку. Первое. Иисус постился, или другими словами, голодал 40 дней. И в этот момент сатана заботливо предложил ему утолить голод хлебом. Однако при выходе из длительного голодания категорически запрещено есть такую твердую пищу, как хлеб, потому что это равносильно смерти. Таким образом, предложение сатаны съесть хлеб после 40-дневного голода – тщательно замаскированная попытка самоубийства Иисуса. Второе. Сатана ставит Иисуса на стену храма и предлагает ему спуститься с помощью ангелов, спрыгнуть, и ангелы якобы подхватят Иисуса, и таким образом он спустится на землю. Но Иисус справедливо заметил, что этим он нарушит принцип Бога: «Не испытывай твоего Бога Иегову». Если бы Иисус самовольно спрыгнул со стены храма, то его бы никто не подхватил, и он просто разбился бы насмерть. Третье. Сатана предлагает Иисусу все царства мира в обмен на один акт поклонения Ему. Не стоит думать, что у Иисуса реально был выбор стать правителем мира в тот момент. Скорее всего, это опять была хитроумная уловка. После поклонения сатане Иисус лишился бы поддержки Бога
и после этого сатана мог бы прикончить Иисуса собственноручно. Подобное произошло с Иудой Искариотом. Он был использован сатаной и затем погиб при странных обстоятельствах. Старшие священники и книжники думали, как лучше всего избавиться от Иисуса, потому что боялись народа. Тогда сатана вошел в Иуду, называемого Искариотом, который был в числе 12 учеников, и Иуда пошел к старшим священникам и начальникам храма и обговорил с ними, как лучше предать им Иисуса. Они обрадовались и сказали, что дадут ему серебряных монет. Когда Иуда, который предал его, увидел, что тот осужден, он почувствовал угрызение совести и вернул 30 серебряных монет старшим священникам и старейшинам, сказав: «Я согрешил, предав праведного человека». Они сказали: «А нам-то что? Смотри сам». Тогда он бросил серебряные монеты в храме и вышел оттуда. Он пошел и повесился. Все эти случаи раскрывают истинное отношение сатаны к людям. Он хочет изгладить человеческий род из Поднебесной. Или, другими словами, в представлении сатаны такому творению Бога, как человек, нет места во Вселенной. Действительно, во всех описанных в Библии случаях его усилия направлены на физическое устранение людей. С чем это может быть связано? Почему, по большому счету, он является противником не Бога, а людей? Судя по всему, такие мысли появились у него во время создания Богом земной сферы жизни. «Где ты был, когда я основывал землю? Скажи, если ты наделен пониманием. Знаешь ли ты, кто установил ее размеры, или кто протянул по ней мерный шнур? Во что погружены ее основания, и кто сложил ее краеугольный камень, когда все утренние звезды восклицали от радости, и все сыновья Бога громогласно возносили хвалу?» Под утренними звездами или сыновьями Бога подразумеваются ангелы. Они уже существовали к моменту создания Земли, и, судя по всему, им нравилось то, что создавал Бог. Учитывая, что ангелы могут материализовываться и буквально ходить по земле, в том числе и в человеческом обличии, то можно предположить, что в тот момент они спускались на землю и изучали новые творения их Небесного Отца вместо людей. Все 6 творческих дней, в которые Бог создавал землю и все, что наполняет ее, они с радостью наблюдали за делами Бога и, безусловно, в кавычках пользовались всем этим. И, вероятно, в их сознании укрепилась мысль, что все это Бог создает для них, что они находятся в привилегированном положении, могут находиться как на небе, так и на земле. И поскольку землей в тот момент никто не управлял, то они могли бы взять на себя эту роль. Но каково же было удивление некоторых из них, когда они узнали, кто, согласно намерениям Бога, будет управлять планетой Земля и всем, что ее наполняет. «И сказал Бог: создадим человека по нашему образу, по нашему подобию, и пусть он господствует над морскими рыбами, над созданиями, летающими на небесах, над домашними животными, над всей землей и над всяким двигающимся животным, который передвигается по земле». И Бог сотворил человека по своему образу, сотворил его по образу Бога. Он сотворил их мужчиной и женщиной. Затем Бог благословил их и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, возделывайте ее и господствуйте над морскими рыбами, над созданиями, летающими на небесах, и над всяким живым существом, которое передвигается по земле». Судя по всему, в намерение Бога входило управление небесной и земной сферой через 2 его сыновей-первенцев. Иисус был правой рукой Бога и верховным ангелом на небе. Адам должен был стать верховным правителем на земле. Обычные ангелы при этом оставались на вторых ролях, даже в земной сфере. И, вероятно, этот факт стал камнем преткновения для некоторых из них, включая сатану. Конечно, забрать у Бога земную сферу и стать ее полноправным правителем, в том числе и над людьми, как некоторые считают, мечта несбыточная. И вряд ли такие высокоразвитые сущности, как ангелы, могли всерьез на это рассчитывать. Но вот дискредитировать человеческий род в глазах Бога и добиться их полного уничтожения, чтобы на земле не было законных правителей, это им вполне по силам. И подобное им уже удавалось не раз и не два. И в Библии предсказывается, что мятежные ангелы во главе с сатаной будут до последнего пытаться осуществить эту мысль. Однажды им все же удастся объединить всю землю под одним правительством.
И вот что за этим последует. И я увидел, как 3 нечистых вдохновленных высказывания, подобных лягушкам, выходят из пасти дракона и из пасти зверя и из пасти лжепророка. Эти высказывания вдохновлены демонами и совершают знамения. Они выходят царям всей обитаемой земли, чтобы собрать их на войну, которая произойдет в великий день всемогущего Бога. И они собрали их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Конечно, такое войско, собранное из людей против Бога, не устоит перед ним. Соответственно, демоны собирают его не для победы, а вновь на убой. Таким образом, Библия раскрывает истинное отношение мятежных ангелов во главе с сатаной к человеческому роду. Это отношение также раскрыл Иисус Христос, когда был на земле. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять желания вашего отца. Он был человекоубийцей от начала и не устоял в истине, потому что в нем нет истины. Если у тебя возникают мысли бросить христианское служение или даже прекратить саму жизнь, помни, что с большой долей вероятности за этим стоит сатана и его ангелы.